Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Послание для звездных душ сегодня с вами посмотрим. Пока в поездке видео будет выходить в таком формате какое-то время. Возможно, звук будет немного тише, чем обычно. Заранее извиняюсь, если что-то вдруг будет плохо слышно или плохо видно. Так, послание для звездных душ на 3 варианта. Первая позиция послания для первого варианта. Вторая позиция послания для вас. И третья позиция. Выбирайте, пожалуйста, кто хочет выбрать какой-то один вариант. Кто хочет смотреть расклад целиком, можно смотреть расклад целиком. Так, я начну. Первый вариант. Послание для вас. Смотрите, здесь у вас говорится вам о том, что вы сейчас можете преодолеть страх, сложность какую-то, проработать, так скажем, да, преодолеть наконец-таки какой-то свой страх. Страх из детства. Страх из детства. Сейчас у вас как будто бы легко получится это сделать. Каким образом? Выйти из этих, знаете, из какого-то сценария детского страха, выйти из него с помощью чего? Знаете, для кого-то здесь будет действительно важно погрузиться в воспоминания прошлого. Возможно, смотрите, вот и, допустим, у вас всплывает какой-то страх, какая-то невозможность что-либо преодолеть, какую-либо ситуацию, да? Когда вы хотите что-то сделать, что-то начать, либо, может быть, ну, какая-то ситуация повторяющаяся у вас из раза в раз. То есть вы в ступор впадаете, в тупик входите в какой-то ситуации конкретной. И вот в этой ситуации у вас сейчас есть возможность, как будто бы, знаете, оно всплывет у вас в голове, вы найдете корни, да, откуда это идет у вас страх, почему вы впадаете в ступор, почему вы останавливаетесь, так скажем, на полпути, почему вы не можете довести либо какое-то дело до конца, либо вот что-то начать, почему у вас возникает какой-то страх, у кого-то даже прям вот чувство ужаса какое-то может быть, да, может быть у кого-то даже быть какие-то боли в теле, то есть вы физически чувствуете себя нехорошо, и вот вы сейчас можете докопаться до истины, с чем это связано, откуда это идет, и, получается, отпустить этот момент. У кого-то этот момент, он как бы поможет вам в этом медитации, какие-то медитации, такие духовные практики. У кого-то это просто как бы всплывет как воспоминанием, да, в голове, когда вы в очередной раз, так скажем, встав в тупик в какой-то ситуации, либо в очередной раз испугавшись чего-то, какого-то действия своего, которое вам необходимо сделать, да, но вы боитесь по какой-то причине сделать шаг. Вот в очередной раз всплывет тот момент, то есть вы сможете вспомнить тот момент, откуда идет эта ситуация, откуда идет это все, откуда это все началось, и вы сможете ее проработать и отпустить. То есть отпустить, распрощаться с этой ситуацией полностью, с этим страхом и с этим блоком. Вы его сможете отпустить, чтобы он больше вам не возвращался. Да, вот, но это, смотрите, да, это у кого-то это будет связано с тем, что, так скажем,
может быть, даже через какой-то диалог, допустим, с кем-то у вас это произойдет, то есть воспоминание, это, которое всплывет и которое вам поможет, которое поможет вам преодолеть этот страх через какой-то разговор. Но это однозначно идет из детства, и когда вы это отпускаете, этот момент, то есть это какая-то важная такая, важный такой вот на подсознании у вас блок стоит. Когда вам действительно вы идете вперед, да, допустим, когда вы идете вперед, когда вы чего-то должны достичь, либо вот вы не доводите, может быть, что-то до конца, либо вам что-то как-то страшно что-то начать, но это важно для вас, это нужно для вас, вы чувствуете, но не можете ничего с собой поделать. Вот у вас сейчас будет момент того, что вы сможете наконец-таки найти корни проблемы, найти и отпустить их, понять их, принять, что да, вот откуда это все идет, и такое ощущение, что вот эта проблема, она так и отпускается, так просто вспомнив, откуда это началось, откуда пошел этот страх. Страх однозначно связан с детством, это однозначно. Страх из детства. Когда-то вы что-то, может быть, пытались попробовать, и у вас не получилось, либо вас, может быть, наказали, и вы из-за этого теперь либо не доводите что-то до конца, до логического завершения, какое-то дело, да, свое, какие-то дела, либо вот когда вы уже на пороге, так скажем, успеха, когда вот у вас уже все должно получиться, вы бросаете какое-то дело, либо вы боитесь сделать какой-то очень важный шаг, который является ключевым, решающим шагом в вашем вопросе, в любом вопросе, чего бы это ни касалось. Но это что-то очень важное. Этот блок, он распаковав его, избавившись от него, проработав этот момент, вам будет очень легко, знаете, легко на душе, вы будете гораздо проще преодолевать вот эти все препятствия, и вообще, в принципе, здесь этот страх, он вообще у вас не будет больше всплывать, то есть этот тупик такой, так скажем, он растворится полностью только лишь тем, что вы вспомните, откуда это идет. Вот такой вот здесь момент, то есть сейчас, когда, получается, у вас возникнет это чувство ступора, страха, либо вот, может быть, какого-то, знаете, того, что вот вы идете по какому-то своему пути, по какой-то своей цели, и тут вдруг в самый важный момент вы отступаете, вы должны остановиться и подумать, почему я так делаю, и вы вспомните тот момент, откуда это все идет, и это вам поможет. Это вам поможет отпустить этот момент. Благодарю вас за просмотр, первый вариант. Вторая позиция. Вторая позиция. Послание для звездной души. Для вас послание. Смотрите, здесь вам что говорится о том, чтобы вы не останавливались. Вот, может быть, вы что-то начали, не останавливались, либо вы, то есть вам вот здесь противопоказано какое-то бездействие, вам противопоказано ничего не делать в какой-либо ситуации, либо вообще, в принципе, вот сейчас какое-то состояние покоя, какое-то состояние стабильности сейчас вам противопоказано. Здесь вам нужно активные действия предпринимать. Если какого-то вопроса вашего касается, может быть, какой-то сложности, где вы не видите выхода, не сдавайтесь, не опускайте рук ни в коем случае. Здесь вас просят продолжать свой путь, продолжать свое движение, какие-то, может быть, идеи новые предпринимать, но ни в коем случае не бросать какое-то дело, не бросать его нельзя. Если вы бросите, это будет ваша ошибка, это будет обман, самообман, то есть вы потеряете во многом. Не стоит здесь бросать. Я не знаю, чего это касается. Это что-то очень важное именно для вас, что это именно деятельность. Смотрите, у кого-то может быть деятельность как на работе, на вашем, то есть это может быть как работа, это также может быть какое-то ваше дело, ваш проект, допустим, чего вы, что не касается вашей работы, но, допустим, это как хобби является вашим, либо
чем-то, так скажем, чем вы занимаетесь, творчеством каким-то, да, творчество здесь может быть также. И здесь может быть такое, что вы могли, там могли быть либо конфликты, если это рабочая сфера, либо это могли быть какая-то критика, ну, так скажем, вообще, в принципе, необоснованная во многом могла быть критика, и которая может вас остановить, которая может вас испугать, либо ввести вас в состояние такого, знаете, неуверенности в себе, неуверенности, такого шаткого положения. Вам здесь говорится о том, чтобы вы не обращали на это внимание, не останавливались ни в коем случае, что бы там сейчас ни происходило. То есть вам здесь предлагают побороться за вот этот ваш путь, за вашу деятельность, за ваше дело, да, вот что, чем вы сейчас заняты. Это именно деятельность касается либо работы, либо вот какого-то творческого проекта вашего. Хобби, творческий проект, что-то вы начали, это именно для вас, и это, знаете, это для вас действительно очень правильное направление, очень правильное и хорошее направление. Говорится, что здесь вы в этом деле профессионал, и вас в этом деле большой успех ждет, но сейчас возникнуть могут какие-то сложности, какая-то критика, какой-то, может быть, конфликт, который будет направлен на то, чтобы остановить вас на вашем пути. Вас просят ни в коем случае даже не то чтобы остановиться, даже вот приостановиться вам не разрешается, вам стоит продолжать движение, и причем активное, очень активное движение. Здесь необходимо очень активное движение дальше к вашей цели, да, тому, что вы делаете. Вы делаете все верно, все правильно. То есть здесь еще говорится о том, что вы легко победите вот этот момент, вы легко его пройдете, вы легко его преодолеете. То есть это какая-то такая вот минутная такая слабость, так скажем, да, ну, если так можно выразиться. Это что-то будет, знаете, может быть, даже из прошлого какие-то страхи так вас поднимать. Но это все иллюзия, это все как бы обман, это все не имеет никакого, так скажем, под собой весомого фундамента, да, то есть вот это все, то, что произойдет, либо это какой-то конфликт, может быть, вы сейчас в этой ситуации находитесь, либо конфликт, либо это вот какой-то вот критика какая-то необоснованная, то есть это абсолютно как-то все ложно, это все надумано. Вот чтобы вы вот в это не доверились этому моменту, не доверились, не потеряли своей уверенности в том, что вы идете верным путем. То есть вот здесь у вас все хорошо, только не бросайте что-либо, какого-либо своего дела, творческого проекта, не бросайте. Не бросайте, обязательно продолжайте, несмотря на какие-то вот такие моменты могут быть со стороны, да, вот непонятные, которые могут кого-то испугать и остановить. Не стоит этому поддаваться ни в коем случае. Благодарю вас за просмотр. Неудобно, ужасно. Так, третья позиция. Послание для вас. Так, что это? Идти к своей цели. Смотрите, здесь что-то сейчас может осуществиться, момент очень для вас ценный, очень для вас долгожданный момент, которого вы долго ждали, к которому вы долго шли. Но на пути к этому осуществлению стоит какой-то момент выбора. Момент выбора правильного решения, может быть, сделать правильное решение, повернуть на верную дорогу. И что здесь, о чем здесь? О том, что правильный выбор вам поможет, знаете, вот идти, как подсказка такая, да, для вашего верного выбора. То
то есть не идти все-таки к своей цели. То есть здесь будет момент того, что отказаться от этого, с какой-то своей мечты, которой вы шли, да, отказаться от нее, либо все-таки идти дальше за ней. Потому что здесь, возможно, вы уже разуверились в том, что вы можете этого достичь. Возможно, какие-то такие вот моменты, вы, может быть, уже попрощались с тем, что вы можете достичь чего-то. Это очень важная какая-то для вас значимая цель, о которой вы долго мечтали, давно мечтали. То есть вы вкладывались туда, действительно вкладывались энергетически, может быть, материально, очень серьезно наработали над этой целью. Но как будто бы либо руки опустились, да, вот в последний момент, либо вам уже не верится, что это вообще придет в вашу жизнь. И вот здесь будет какой-то для вас выбор. И главное, что, знаете, здесь выбрать ту дорогу, ту мечту, выбрать ту мечту, то есть не отказываться от нее. Это вам поможет, да? Не отказываться от этой мечты, дальше продолжать вкладываться и работать над этой мечтой своей, дальше идти. И как бы, знаете, все вы получаете то, чего так долго ждали, вы получаете то, к чему вы шли, и вот что вам казалось, что в принципе никак не движется, что никакого продвижения в этом направлении вообще нет, что ничего не получается в этом направлении, да, вы это получаете. То есть здесь прям вот вы увидите, что как будто, знаете, дверь открывается, а там уже такое вот огромное, большое, уже готовое, не желание, но вот результат. Он большой, он огромный, и он уже готов полностью, целиком, вам нужно только его взять. То есть вы над ним работали, вы над чем-то вкладывались, вы трудились, шли к своей цели, к своей мечте. Это очень для вас важно было, это очень для вас значимо было. Но почему-то либо вы разуверились, либо вам кажется, что это уже невозможно, что вы этого не достигнете, не дойдете туда, да, до своей цели. Вы как будто бы опустили руки вот здесь, опустили руки просто в этом направлении, либо перестали ожидать уже того, что что-то там может, какие-то подвижки произойти хорошие, да. Но тут говорится о том, что все вот эти вот моменты, все то, что происходило, вот эти подготовительные моменты к тому, чтобы реализовать это в вашей жизни, они были скрыты от вас, то есть вы не видели, как развивается эта ситуация, вы ее не видели, потому что так нужно было. Сейчас у вас все это проявится и проявится в полной мере, то есть вы уже результат получите. То есть в полном объеме это будет цель. Но у вас здесь будет выбор того, взять это или не взять. То есть здесь может быть такое, что кто-то может уже и отказаться от этой цели, отказаться от этого желания, хотя оно уже готово, оно сформировалось, оно уже для вас вот полностью сделано так, как вы мечтали, как вам нужно было. Да? Это может быть даже для кого-то в большем, так скажем, эквиваленте, чем вы мечтали. То есть эта цель, она уже, можно сказать, достигнута, но как будто бы вам нужно будет только ее взять. Выбор будет заключаться в том, что брать это или не брать. Но здесь очень много ваших усилий было вложено, очень много времени вложено в эту цель. И я так понимаю, здесь все-таки вопрос веры какой-то есть, потому что если вы, допустим, сейчас отказываетесь, да, перестаете двигаться в этом направлении, то ничего не происходит, вы не получаете своего результата. То есть эта дверь, получается, открывать ее вот с этим готовым результатом или нет, брать этот результат или нет, это ваш выбор. Это тот самый выбор, да, о котором здесь идет речь, о том, что вы выбираете, да, свою мечту, идти к ней дальше, все-таки продолжать к ней движение. И вот это преодоление, это стремление и есть ключ к тому, что вы получаете свое желаемое в полном объеме. Но если вы отказываетесь, если вы решаете больше никак не вкладываться в эту ситуацию, то, в принципе, здесь вся эта ситуация закрывается. То есть вы не получаете своего результата, потому что вы просто сами самостоятельно отказались от него. То есть если вы перестаете движение вот к этому направлению. Но здесь говорится о том, что слушайте вы свое сердце обязательно. Оно вас ведет туда, к этой мечте. Вот туда вам и нужно. Да, и все здесь у вас хорошо, продвижение идет, но обязательно все-таки есть момент этого выбора, да, нужно вам это или нет, получится или нет, и вера, да, вера в то, что будет ли это, достигну ли я этого, вы достигнете этого, у вас это будет, не останавливайтесь, может быть, это как связь со вторым вариантом, да, что не останавливайтесь ни в коем случае, это ваш выбор остановиться и бросить, так скажем, это дело, либо продолжить свое движение, остановиться, но вы потеряете вот эти все усилия, затраченное время, большое затраченное время, все, что вы вложили в эту цель, вы это все потеряете, просто потеряете, это все растворится, так скажем, да, и вы
останетесь без ничего. Либо же вы продолжите движение, да, продолжите и получите в полном объеме свой результат. То есть, возможно, как я уже сказала, что для многих это будет как бы даже более того, на что вы рассчитывали, больше того, чего вы ждали, ожидали, хотели, да, то есть это будет гораздо больше и интереснее, чем вы ждали. Ну, то есть, опять же, да, вот все-таки со вторым вариантом переплетаться, то, что не опускайте рук. Не переставайте верить в то, что вы достигнете. Не переставайте, не дайте, так скажем, сбить себя с пути. То есть это какая-то такая проверка, кармическая проверка у вас. Действительно ли вам это нужно? Действительно ли вам это нужно? Если вам это нужно, вы все равно продолжите. А если нет, то у вас будут какие-то сомнения, переживания, и вот это все. Или либо состояние того, что мне уже ничего не надо, я не хочу ничего, уже отпускаю и все. И иду в другом направлении. То есть выбор за вами, но вам советуют выбрать вашу мечту, вашу цель. Вашу цель вам советуют выбрать и не останавливаться, то есть идти дальше. Идти дальше, вот тогда результат будет прекрасным. Но как бы вот кто-то здесь может остановиться и отказаться от этого. А это что-то очень важное для вас. То есть это может быть вообще любой сферы касаться. И о том, что, знаете, вам кажется, что вообще ничего не происходит, что вот в этом направлении как-то все, то есть извне. Вы-то свои усилия видите, вы много чего делаете, да, в этом направлении. Но что-то извне, какой-то отдачей от мира вы не видите пока. Но на самом деле процессы, запущенные процессы глобальные, они идут. Просто вы их они скрыты от вас. Видимо, для того, чтобы вы прошли вот этот урок веры, доверия и преодоления вот того, когда вам кажется, что ничего не происходит, но на самом деле вам нужно просто довериться и идти дальше, и вы увидите свой результат, да, в полном объеме, в полной мере. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего доброго. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за лайки, за подписки. До новых встреч.